Отношения с женатым мужчиной. Вопрос, который волнует женщину, как только она вступает в отношения с женатым мужчиной: кто я для него? Кого он выберет? С кем он останется? Буду ли я ему важнее, чем жена? Или я всю жизнь должна буду оставаться на задворках? Чего меня ждет? На что мне надеяться? На что мне рассчитывать? А смогу ли я его перетянуть от жены? Давайте разбираться. Кто вы ему? Какие перспективы есть у этих отношений? И вообще, в какой ситуации вы оказались? Иногда трезвый взгляд на ситуацию помогает здорово принять правильные для себя решения, сделать выводы, которые сработают вам на пользу и улучшат ваше положение. С вами Алла Касаткина, и я помогаю женщинам быть счастливыми и любимыми. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Подарок для вас, книжка «15 правил счастливой женщины», есть в описании этого видео. Забирайте подарок и пользуйтесь, потому что это актуально, особенно сейчас. Итак, что же сделает мужчина, когда он начинает роман на стороне, и каким будет его выбор для вас? На самом деле, важнее всего вам понимать, что если вы вошли третий в парную игру, то вы всегда будете на подхвате. Сколько бы времени с вами не проводил мужчина, у него есть обязательства, есть другой человек, у которого на него прав больше, чем у вас, и он будет диктовать условия. Сам будет диктовать условия, опосредованно через детей, через родителей, через кого угодно, но он будет призывать его к порядку в рамках тех обязательств, которые мужчина на себя взял. Вы для этого мужчины услада. Вы для него развлечение. Это как, знаете, в школьные годы мы сбегали на переменках из школы для того, чтобы купить жвачки в соседнем киоске. Вот он туда побежал. Сбегал, купил жвачку, пришел домой, жует на уроке и чувствует себя классно. Я вроде и на уроке сижу, меня за прогулы не выругают, но сбегал, получил то, чего хотел. И еще важный момент, который нужно знать об этом мужчине. Заботится ли он о том, чтобы его жене было хорошо? Вряд ли. Потому что он избегает решения любых конфликтов, которые возникли у них в паре. Он уходит от обсуждения той ситуации, которая там сложилась. Он не желает ничего менять. Он думает только о себе. Будет ли он думать о вас? Давайте рассуждать. С кем вы проводите праздники? Кого вы ждете в выходные? Когда и как часто у вас отменяются свидания, в какое время в диапазоне вы можете звонить, писать, и когда вам не однозначно, что бы у вас ни происходило, не ответят вообще на ваши звонки и письма. Это все те правила, которые устанавливает мужчина и которым вы обязаны будете подчиниться. Потому что только на этих правилах могут существовать эти отношения. А теперь давайте поговорим о шансах увести мужчину из семьи. Шансы, я бы сказала, такие себе. Если вы искусны, если вы умеете манипулировать, качать его жену на эмоции и довести ее до состояния, когда она сама от него откажется, то, может быть, у вас где-то 50 на 50 есть шансы, если она сама от него откажется, потому что он может уйти из семьи, но не прийти к вам. Даже такие варианты возможны. Но здесь другое. Надо ли вам это добро? Надо ли вам это добро? Потому что если вы думаете, что вот сейчас он уйдет из семьи, мы начнем с ним жить, и у нас все будет зашибись, мои дорогие, спешу вас огорчить. Потому что мужчина, который привык ходить налево, мужчина, который избегает решения конфликтов, мужчина, которому удобно удовлетворять свои запросы и плевать на то, что чувствует или испытывает партнер, или в чем нуждается с его стороны партнер, он будет таким всегда, если он после развода не пройдет психотерапию, где он научится уважать своего партнера. Но тогда после терапии может оказаться, что он вернется обратно к жене, потому что ему с ней все равно удобно. Поэтому, когда вы затеваете роман с женатым, и у вас в голове есть сомнения, стройте свое поведение, стройте свою жизнь, стройте свои отношения с этим мужчиной с позиции «он никогда не будет вашим». Потому что тогда у вас спадают с глаз розовые очки. Тогда вы перестаете строить себе иллюзию, что он к вам как-то по-особенному относится.
Тогда вы быстрее замечаете, как он вами пользуется, как он вас ограничивает. Потому что он же не разрешает вам общаться с другими мужчинами. Ну как же, вы, увидите другого нормального мужика и уйдете к нему. А где он себе будет искать развлечения? Ему так удобно. Он ничего не делает для того, чтобы вас успокоить и дать вам надежду на будущее. Он не дает вам никаких гарантий. Мало того, он диктует вам условия, что вам ребенка рожать нельзя, то делать нельзя, это делать нельзя. Вот если вам этих 5 причин мало, возьмите лист бумаги, напишите себе еще. Но тогда вы будете хотя бы трезво смотреть, в какую игру вы играете. И тогда счастья в вашей жизни будет больше. Тогда радости будет больше. Тогда вы будете чувствовать себя увереннее. И меньше сомневаться в себе, что я никому не нужна, со мной ничего не может быть, потому что вы же добровольно ради вот этого кусочка добра, в кавычках, отказались от всего остального. И вот этот маленький пшик, он достоин того, чтобы от всей жизни отказываться? Подумайте. И я больше чем уверена, вы сделаете мудрый для себя вывод. Вы подумаете о своем счастье. Ну а я с удовольствием отвечу на ваши вопросы в комментариях. Дам советы, если у вас есть свои истории, и вы где-то застряли в отношении с женатым. Пишите, комментируйте. Если у вас есть счастливые примеры, когда вот вы были с женатым мужиком, и у вас все закончилось счастливым браком, пишите, мы будем радоваться вашему счастью. Замечательные истории, они тоже должны быть. Да, они есть, они имеют место. И вот как раз мы узнаем, в каком количестве романов они имеют место. С вами была Алла Касаткина. До встречи в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки.